Привет, с вами Алена, и сегодня у нас супер случай, которому, кстати говоря, времени очень много. Эта клиентка обратилась ко мне по моим сторисам, когда я писала, что готова помочь людям из Казани совершенно бесплатно, потому что ищу интересный для вас контент. Ну так вот, она обратилась с письмом, там такая интересная история, она несколько раз писала это письмо, но у нее что-то удалялось. Но, в общем, в итоге, спустя какое-то время мы с ней все-таки вышли на связь, и пришли ко мне вот такие ручки, которые я уже до этого, естественно, видела на фотографии, но я поняла, что тут явно жесть. Ну, естественно, тут ожог ногтевой пластины, а сейчас сама история. Все это случилось с ней во время пандемии, то есть это где-то в марте месяце. Естественно, я стала выяснять, что же такое произошло там в марте месяце. У многих, да, какие-то проблемы начались, то, что люди делали ногти себе дома. Но она дома ногти сделала себе и до этого, то есть до начала пандемии. И, конечно, в процессе общения с ней я стала выяснять, что же могло поспособствовать такому обширному ожогу. Ну, в общем-то, он был вообще на 10 пальцев, но у нее уже более-менее там на 2, по-моему, пальчиках сросло, на остальных все пока достаточно грустно. Ну, про обработку, наверное, рассказывать не буду, да, потому что это есть в моих других видео про ожог, ссылочку обязательно оставлю. А сейчас по поводу того, что она делала, потому что это вообще ключевой момент. Вот у меня спрашивают, почему может появиться ожог? А давайте разберемся. То есть она говорит, у меня ногти всегда были такие, ну, толстенькие, хорошие, и вообще раньше я не красила никакими шелаками, там, гель-лаками, все было классно, лак накрашу, хожу, все круто. Но потом, говорит, так получилось, что у сына девушка там себе что-то купила, и вот это после нее, короче, осталось, она заниматься не стала. Она говорит, ну добру же не пропадать. Решила я, значит, что буду делать сама. Ну и говорит, классно же, я там сама умею, все в салон ходят, а я вот сама делаю. А я думаю, интересно, если она делает на дому себе сама, есть ли у нее аппарат для снятия? Или думаю, каким образом она снимает эти ногти? И в процессе разговора выясняю такую интересную штуку. Я говорю, а как вы снимали-то ваше покрытие? Я говорю, как же все это происходило? Она говорит, а я вот так вот зацеплю вот возле кутикулы, у меня там пойдет, а потом так оторву пленочкой. Понятно, да, что человек делал? То есть каждый раз она снимала слой за слоем ноготь, продолжала его истончать. Кстати говоря, вот на этом пальце видно, насколько она хорошо снимала в зоне кутикулы, да, видите полосочки? Это уже травма, ну, такие, типа шрамики, вряд ли уже пройдет. Ну, так вот, она раз за разом, снимая покрытие, сдирала слой за слоем ноготь, и от ее супер толстых, прочных, хороших ногтей со временем осталось, ну, как бы ничего. А потом она говорит, я еще пилочкой все это дело сглаживала и подравнивала, ну, чтобы лак красиво ложился. Она же не умеет, ну, прям вот как мы выравнивание делать, да, как мастера, то есть она это делает, ну, по-своему, как может, и где-то она там прочитала, что надо пилочкой дошлифовать, и, в общем, все это дело она еще до кучи дошлифовывала, то есть ободранный ноготь, сверху пилочкой выравнивала. Она говорит, ну, все равно ногти не получались настолько ровные, насколько бы мне хотелось, поэтому я, говорит, базу побольше туда наплюхивала, чтобы прям вот, ну, выровнять все это дело. Я говорю, а не пекло ли вам в лампе? Она говорит, ох, пекло, но я, говорит, терпела. Я, говорит, тоже где-то там прочитала, посмотрела, что должно печь, должно прям жечь, и вот нужно терпеть. Поэтому она героически, не жалея, не щадя себя, терпела в лампе, отрывала эти ногти, и все ради красоты. Она еще долго ходить не может, и ей нужно, чтобы всегда маникюрчик свеженький был, поэтому делала это очень регулярно, каждые 2 недели. Ну и в итоге в какой-то момент, когда ее ногти, собственно говоря, просто банально не выдержали, случилось с ней вот это. Естественно, я хотела выяснить, какая же у нее там база была. Она говорит, хорошая, но какая, не знаю. Ну вот тут думай, гадай. Ну, обычно хорошие же у нас Коди бывает. Вот. Но, кстати, я про Коди вообще ничего плохого сказать не хочу. Вот недавно только в эфире про них разговаривали. Просто это настолько популярная марка, настолько успешный успех, что ее очень много подделывают. И понять, какая из тех Коди, которые перед вами там настоящая, ты с ума сойдешь. Миллион обучающих роликов просмотреть, чтобы отличить оригинал от подделки. И то еще неизвестно, не научились ли эти поддельщики снова подделывать новый вариант Коди. Ну ладно, это мы немножко отошли от темы. А теперь по поводу обработки. Наша основная задача сейчас счистить вот этот слой ногтя, толстый кератизированный. То есть
После ожога произошел, естественно, кто? Нихолизис. Там была полость, все это поднялось. Это очень похоже на предыдущие случаи ожоговые, которые есть у меня тоже на канале, про которые я говорила, на которые я оставлю ссылку и так далее. А мы делаем зачистку. И тут все очень банально просто. Первый ноготь я показала, отмотайте кому не влом назад, простой пилочкой, как можно зачистить. Ну, это получается достаточно долго. Но опять-таки, если вы планируете делать это дома, а это вполне реально, то можно сделать это пилкой. Я же предпочитаю работать вот такими фрезами. И хочу сказать, что зачистка, которую я ей произвожу, это не первая ее зачистка. Она уже в микологическом центре где-то у нас в городе делала такие зачистки. Правда, она говорит, сделали это минут за 20 всего. То есть, достаточно быстро. Хотя я с ней проковырялась, так, не знаю, может, часа полтора. Сейчас не вспомню, просто было интересно и весело, мы так классно поболтали, поэтому я даже время и не почувствовала. Но это точно было не 20 минут. Когда мне сказал, что 20 минут, я думаю, нифига себе, они там турборежимные такие ребята. Тут пока сидишь, выковыриваешь. Потом мы сняли ногти, я вот счищала это ложе, и там все еще остатки, короче, там много всего было. Но у человека, можно сказать, травма психологическая без 5 минут в плане того, что она находилась, по докторам, и она говорит, нет ли какого средства, чтобы дома это все поделать. И как раз у меня лежит марка одна. Они специализируются на лечебной косметике, и это очень здорово как раз-таки для тех, кто не хочет идти там по дерматологам, еще куда-то. У нее есть, кстати говоря, прошу прощения, даже не буду объяснять, что это. У нее есть заключение о том, что у нее вроде там то ли нашли грибок, то ли не нашли. Это ничего не понятно, это дело 10-е. Я думаю, что, скорее всего, здесь есть присоединение, и она чуть позже сдаст этот анализ. А пока для того, чтобы ей, так скажем, оказать первую помощь и дать домашний уход, я ей предложила вот лечебную косметику Проба. Она у них вся полностью натуральная, простая по составу, очень хорошо пахнет, быстро впитывается, не жирный, в общем, никаких проблем. И этот крем называется подноготный, он способствует, он стимулирует рост ногтей, чтобы они быстрее отрастали после того, как их счистили. Но этот препарат не идет один, поэтому я дала к ней, ей в дополнение на домашний уход еще специальное средство от этой же марки, которое способствует тому, чтобы счищать пораженные ногти, потому что вот этот кератоз, который мы ей зачищали, он до конца еще не счищен. Вот этот вот подноготный, это на ежедневный ход, то есть там, по-моему, 2 раза в день нужно наносить, мы инструкцию с ней посмотрели. А вот эти вот все, их 3 вида: ногтевид усиленный и ногтевид лакопласт, это периодически нужно делать для того, чтобы ноготь размягчать и снимать пораженную часть. В общем, эти препараты будут действовать в комплексе, и это для тех, кто не хочет ходить на какие-то процедуры и так далее, хочет справиться самостоятельно. А вот это, кстати говоря, годный лайфхак, красивые перчатки, если вы стесняетесь. Она, между прочим, нашла выход из ситуации.